Австралия и Китай по итогам переговоров министров иностранных дел договорились поддерживать контакты на высоком уровне. Встреча прошла в Пекине, эксперты уже называют это знаковым событием. На протяжении 4 лет страны активно конфликтовали, и в связи с этим глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила, что подобный диалог уже сам по себе можно считать признаком успеха. О конфликте, который близок к завершению, Александр Павлов. Стратегическая встреча. Министр иностранных дел Австралии впервые с 2018 года посещает Китай. Визит знаменует очередное потепление в отношениях между странами. Очень хорошо быть здесь, в Китае, после довольно долгого перерыва. Я хочу выразить признательность и поблагодарить правительство Китайской Народной Республики за приглашение. В этом году Канберра и Пекин отмечают 50-летний юбилей со дня установления дипломатических отношений, и обе стороны были рады именно в этот год наладить диалог. Я хочу сказать вам и вашей делегации, что я рада лично присутствовать здесь, в Пекине, по случаю 50-летия установления наших дипломатических отношений. Мы ценим приглашение и приветствуем возможность использовать опыт премьер-министра, конструктивный обмен мнениями Албаниза и президента Си на Бали. В этот день, как вы говорите, исторический день, мы также отдаем дань уважения вкладу, который внесли в эти отношения другие лидеры. Вторая и 13-я экономики мира повздорили в 2018-м. Тогда Австралия, первая из стран западного мира, запретила китайской Huawei строить сети 5G в стране. После этого отношения стали натянутыми, но окончательно испортились только в 2020-м. Тогдашний премьер Скотт Моррисон потребовал провести расследование происхождения коронавируса. Пекин наказал Австралию за это. Китайцы просто запретили ввоз угля, говядины и других важных для Канберры экспортных товаров. Австралийской экономике это обошлось почти в 14 миллиардов долларов. Но, как выяснилось, Австралия относительно успешно смогла нивелировать последствия, хотя это все равно ударило по темпам ее роста. Например, в 2020 году ее экономика вообще не выросла, а в 2021 она выросла на 1,5%, хотя до этого росла на 2,5-3%. Опять-таки, ответ здесь кроется в том, что Австралия действительно потеряла значимый для себя рынок. Она, конечно, смогла найти новых партнеров, причем относительно быстро, но такой важный рынок, как Китай, все-таки терять не хочется. Файншмидт отмечает, что у стран множество фундаментальных разногласий. Канберра, например, вошла в отдельный оборонный альянс США и Великобритании, которые глобально пытаются сдержать Пекин. Австралии не нравится и то, что Китай пытается укрепиться в Южно-Тихоокеанском регионе, исторической сфере влияния Австралии. В последние годы мы как раз заметили, что Китай начинает экспансию в эти страны, и вот это очень ярко проявилось в рамках Соломоновых островов, кризиса на Соломоновых островах. Вот. И как раз уже в 2022 году даже был подписан пакт о безопасности между КНР и Соломоновыми островами, что является непосредственно пунктом для беспокойства австралийской внешней политики. И несмотря на все это, страны все же решились пойти на диалог. К этому во многом способствовала победа на выборах в Австралии лейбористов. Новый премьер Энтони Албанис уже пообщался с Си Цзиньпином на саммите G20, и накануне визита Пенни Вонг он вновь отметил, что стремится к стабильным отношениям. Я горжусь тем, что стою здесь сегодня вместе с министром иностранных дел Пенни Вонг в день, когда мы делаем еще один важный шаг. Ее визит в Пекин в годовщину установления дипломатических отношений Австралии с Китайской Народной Республикой. Теперь австралийские бизнесмены и экспортеры рассчитывают, что Пекин начнет снимать ограничения, хотя официальные лица предупреждают, немедленного прорыва ждать не стоит. В двусторонних отношениях все еще сохраняется напряженность. Например, Вонг подчеркнула, что они продолжат поднимать тему прав человека. Затронула она и вопрос задержания австралийских граждан китайскими властями. Сейчас развитие экономических отношений очень выгодно и Китаю, и Австралии, обоим игрокам. Потому что для Австралии это возможность ускорить свой экономический рост, особенно после удара коронавируса. А для Китая, опять-таки, это возможность вновь активизироваться на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Аналитики говорят, что Китаю важно стабилизировать отношения с Австралией не только из-за экономической выгоды. Пекин не хочет подталкивать Канберру к Вашингтону, хотя и для самой Австралии подъем Китая остается серьезной проблемой безопасности.
Александр Павлов, Андрей Колосов и Михаил Винокуров. RTVI.